I realized that I have no idea what actually service is. So what is proper service? Is everything that being done is service, or is all this just a preparation for some real service coming sometime? It's, in one sense, it's both. В каком-то смысле и то, и другое. Like the soldiers, they have what they call mock fight. Как у солдат бывают тренировочные бои, схватки в шутку. It has its value. В этом есть своя ценность. But then there's an actual fight or battle. Но бывает и настоящее сражение, настоящая битва. Sometimes in the mock fight, when they're a little bit better and trained, they do mock fight with live ammunition. Иногда, когда человек обретает более высокую подготовку, квалификацию, то какие-то тренировки или подготовительные занятия могут проходить с боевым оружием. So, and the point that needs to be clarified, we're dealing with live ammunition. И это следует прояснить. Здесь мы имеем дело с живым, с реальным the вооружением. deity, the mantra, all these things are live, spiritual, they're real. Что мы хотим сказать? Что все, что здесь, мантра, имя, божества, все это живое, это реально. But our capacity to appreciate that reality is wanting. Но наша способность оценить реальность всего этого мала. Just like in the case of Raghunandan Thakur. Как в случае Рагунандана Такура. I mean, actually, his father's a great devotee, but it's an example. На самом деле, в этой истории его отец также был великим преданным, но интересный пример. His father and the family, they're worshiping the deity and the normal system of like, there's Krishna standing in deity posture and they're offering food, chanting certain mantras, they're doing puja. Этот пример описан в истории о Рагунандане Такуре и его отце, его семье, в которой поклонялись Кришне, поклонялись божествам Кришны обычным, традиционным образом, так называемая арчана, когда стоит божество в форме некой скульптуры, и ему предлагают пищу и все остальное. But Raghunandan Thakur, although he's a child, he's superiorly evolved in terms of devotional heart. Но Рагунандан Такур, даже хотя был ребенком, младшим в семье, он был более высоко развит в смысле культуры сердца. He's the highest level of devotee, even though appearing as a child. Он был преданным более высокого уровня, даже хотя был лишь ребенком. He knows nothing other than Krishna. Он не знал ничего иного, кроме Кришны. And as it would be, his father, who is a physician, had to go on like a house call. And so although he's a child, he's left with deity seva. Однажды его отцу, который работал врачом, понадобилось отлучиться, вызов на дом. И он поручил своему ребенку, своему сыну севу, то есть служение божеству. And so he puts the plate of bhog, the cooked food, before the deity and saying, my dear Lord Krishna, now please take your meal. И Рагунандан, этот маленький ребенок, исполняя поручение отца, взял тарелку с бхогой, то есть приготовленной пищей, поместил ее перед божеством и сказал: «Дорогой Господь, Кришна, пожалуйста, прими эту пищу». But the deity is unmoving, and Raghunandan says again, he starts pleading with the deity to take the food. Божество не двигалось, и Рагунандан стал умолять, упрашивать Господа, чтобы он принял эту пищу. And as we were saying just before, Krishna, he cannot resist the substance of Krishna-preме, of love in the heart of a devotee. Как мы говорили только недавно, что Кришна испытывает неудержимое влечение к субстанции любви к Кришне, Кришна-преме, что живет в сердце преданного. Love in the heart of the devotee brings the infinite under the control of the finite. Любовь в сердце преданного в состоянии подчинить безграничного ограниченному. Raghunandan Thakur, he doesn't understand archan. Ведь Рагунандан не понимал арчаны, which is the lower practice. Которая является практикой низшего порядка. Normally we would not understand the higher thing.
he's on such a high level, he doesn't understand the lower thing. Обычно ситуация обратная. Мы не понимаем чего-то более высокого, а он же понимал высшее, не понимая каких-то базовых вещей. So in a heart-breaking, heart-melting way, he's pleading with the deity he's thinking, I'll be punished by my father. This service has come to me. Please accept this offering. Со всей искренностью, с таким рвением, от которого плавилось сердце, он стал умолять божество: пожалуйста, прими эту пищу, иначе отец меня накажет, пожалуйста, покушай. So his heart has reached a breaking point. Итак, его сердце достигло стадии, когда готово было разбиться. That's what Krishna likes. Вот это нравится Кришне. He's the original heartbreaker. Он изначальный разбиватель, сокрушитель сердец. The broken-hearted devotee, then Krishna he comes under the control of the love and affection of that devotee. He's like a doll, a plaything in the hands of such devotion. Когда сердце преданного разбито, тогда Кришна становится подчинен той любви, что живет в сердце такого преданного. Кришна становится похож на куклу, которая и управляется сердцем преданного. So then the deity sits down and starts eating the prasadam, the bhoga. И тогда божество Кришны присело за тарелкой бхоги и начало кушать предложенную пищу. And Raghunandan, he's happy and he goes. Рагунандан был доволен и пошел дальше. You would think he would stay and watch this miraculous event. А ведь можно бы подумать, что он захотел бы остаться и наблюдать за этим чудесным происшествием. But that's not the way of seeing of a pure devotee. He's saying, my job's done. Но чистый преданный смотрит на все не так. Он подумал: моя работа сделана. So that's Raga Bhakti. Это Рага Бхакти. And we know his father returns and it's in the evening, he's hungry, he wants to take some prasadam. Итак, его отец вернулся, вечер, отец проголодался, хочет покушать прасада. And there is none. Но прасада нет. And he asked Raghunandan, where's the prasadam? And he said, Krishna ate everything. И он спрашивает сына Рагунандана: а где прасад? А тот отвечает: Кришна все съел. He's saying, I understand that, but normally, by his mystic power, he sees it and takes everything and tastes it, and then it all appears again, and then we take that as prasadam. И отец отвечает: я понимаю, обычно все так и происходит. А именно, он своим взглядом касается предложенной пищи и вкушает ее, принимает ее, а затем мистическим образом она возвращается снова, и тогда эти остатки мы почитаем как прасадам. Hare Krishna. And Raghunandan is saying, not today. И Рагунандан отвечал: но не сегодня. He ate everything. Он съел I все. guarantee you, he took everything. Clean the plate. Я гарантирую, съел все, даже тарелку. And Raghunandan is saying, all right, let's make another offering. Show me this. И отец Рагунандана сказал тогда: ладно, давай еще раз предложим, покажи, как это происходит. And make another offering. He goes before the deity. It's not the same as before with his father. Сделали еще одно подношение. Он снова стал предлагать Кришне, но все уже шло не так, как раньше. В присутствии отца уже не шло так. And then the father's thinking, you're lying to me, you cheated me. И отец подумал: так ты меня обманываешь, ты мне солгал. And he leaves, and then Raghunandan again pleading with the deity. Отец ушел, Рагунандан стал умолять божество. And the deity reaches down to take something like a laddu, И божество тогда протянуло руку, чтобы взять что-то с тарелки, быть может, сладость, ладду. and then his father comes back, and then you see the deity is there, and if you see that, he's there and he has a laddu in his hand. И тут вернулся отец, и он застал божество в этот момент. До сих пор можно увидеть, что это божество, у него в руке ладду. Then his father can understand. Raghunandan, he has the type of devotion where Krishna is at his beck and call. He's going to do everything to
reciprocate the heart of Raghunandan. И тогда отец Рагунандана понял, что его преданность, его любовь столь велика, что Кришна готов на все, что угодно сделать по его зову. But it's not like his father is no one. He's actually a great devotee. При этом нельзя думать, не следует думать, что его отец был никто. Его отец на самом деле также великий But I'm just преданный. giving this as an example, according to the capacity of the devotee. The same actions may be seen externally, but what's going on internally is another thing. Я лишь привел этот пример, чтобы показать, что в зависимости от уровня преданного, одни и те же поступки могут рассматриваться по-разному. Одно дело, что происходит внешне, а совсем другое, что происходит внутри. So it's all real. Итак, это все реально. But like we were saying before, there's real, more real, and most real. Но, как мы уже говорили ранее, есть реальное, есть более реальное, есть наиреальнейшее. But we can understand. Seva in the highest expression and the deepest sense of the word substantially, that takes place in another plane of consciousness. И поэтому мы можем также сказать, что сева, служение в наивысшем, самом глубоком смысле этого слова, происходит в высшем мире, в мире сознания. Superiorly evolved Krishna consciousness. Это означает крайне высокая стадия развития сознания Кришны. Our good fortune is that from the very beginning we're given something to do which is commensurate or appropriate with our position. Наша удача в том, что с самого начала нам дают что-то, что соизмеримо или уместно для нашего нынешнего положения. Parokshabhadabedo yambala namanushasana, like the way a child is trained. Подобно тому, как учат ребенка. So you can say, is the first class, the first grade, is that education? Ведь можно сказать, первый класс, то, чему учат в первом классе, это образование? Is it real knowledge? Это настоящее знание? Yes, it is. Да, But настоящее. it's, ABC, it's a beginning. Но это лишь азы, начало. As Guru Maharaj says, there's gradation everywhere and in everything. Гуру Махарадж говорит, есть градации, разные уровни везде и повсюду. So within seva as Также well. и в севе. So, as I mentioned something, these great devotees who are bhajananandis, from an external point of view, we think, what are they doing? They're just chanting all the time or thinking of certain things. Как мы когда-то уже упоминали, если мы рассмотрим баджанананди, тех великих преданных, с внешней точки зрения можно подумать, а каким служением они занимаются? Может показаться, что они ничего не делают. But actually what they're doing is not physical or mental. Но на самом деле то, что они делают, это не физическое и не They're умственное. directly serving Они непосредственно служат in the upper world. в высшем мире. But our capacity, we can't properly estimate who they are and what seva they're doing. Но наших способностей не хватает, чтобы правильно оценить, увидеть ту севу, что они делают. The Goswami, you'd see Sanatan Goswami, Rupa Goswami, Raghunatha, they're sitting under a tree scratching a palm leaf. Как Рупа Госвами, Санатан Госвами, Рагунатан Госвами, кто-то мог бы сказать, они просто сидят под деревьями и шкрябают пером по пальмовым листьям. But what is it? Bhakti Rasamrita Sindhu, Brihad Bhagavatamritam, Mukta Charit. Но что выходит из-под их перьев или стилусов, это Брихат Бхагаватамрита, Мукта Чарита, высочайшие произведения. So we told not to observe Vaishnavas externally. Поэтому нам советуют не оценивать вайшнавов по внешнему. Vaishnavera Kriya Mudra Vigyeha Nabujoy will be misled and prone to offense. Iначе мы склонны ошибиться, и это может привести нас к оскорблению. Like in Kartik, we were in Vrindavan and went to Srila Swami Maharaj Prabhupada's room, and sometimes I think, if you had seen him at this time,
you know, if you could go back and one of those time things, you know, time travel, you might see him like doing some spiritual practices in his room at Radha Damodar, little typing something, going to the market, buying a cauliflower, potato, a few things, carrying it in a little, you know, rupee bag back to his place. You wouldn't know. This is the person who's going to spread Krishna consciousness all over the world. He's translating the Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, all the Goswami's literature. He's a Shaktavesh avatar. But you see an elderly Vaishnava saint marketing and going to the post office. Как недавно в священном месяце Картика мы были во Вриндаване, в том числе в знаменитой комнате в храме Радха Дамодара, где в свое время жил сам Шрила Прабхупада, когда он был в Индии. И можно подумать, что если бы мы, как в одной из многочисленных историй, могли вернуться назад во времени каким-то образом и увидеть его снова в то время, как он сидит, живет в храме Радха Дамодара в своей комнате, что-то пишет, ходит на рынок, занимается какими-то делами, нам показалось бы, быть может, что это простой, обычный человек. Как мы могли бы понять, что это тот самый, кто сейчас переводит Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, труды Госвами, кто в будущем распространит сознание Кришны по всему миру, что это сам Шакти-авеш аватар, который распространит сознание Кришны повсюду. Parents, they tell a little child, like they give a flower or something and say to a child and say, give this to your grandmother. Родители иногда могут сказать ребенку, возьми вот этот цветочек и отнеси, предложи своей бабушке. And the child goes and then runs back and hides behind the mother's skirt. Ребенок, стесняясь, берет этот цветок, отдает бабушке и бежит назад, спрятаться за мамину юбку. But the grandma, she's charmed by that. However awkward or insincere it is, her heart's melting. Но бабушка этим очарована. Какими бы неуклюжими или, в кавычках, неискренними не были эти неловкие движения ребенка, ее сердце тает. It's something like that. Вот it's a crude example, but it's something like that. Вот что-то в этом роде. Это грубый пример, но что-то в этом роде. If the Vaishnavas are happy, then we do these things. Если это радует вайшнавов, то мы делаем это. But their hope is, just like with the child, in time it will become a meaningful gesture. Но надежда вайшнавов в том, что со временем, как и в случае с ребенком, это превратится в осмысленный жест. And in time, the inspiration to do that will come directly from the heart of the child. И со временем вдохновение на подобный поступок родится непосредственно в сердце ребенка. And then what was in the guardian's heart and has now been transferred to the heart of the child. И тогда то, что было в сердце родителя, перенесется в сердце ребенка. And then they're really happy. И тогда они очень по-настоящему довольны. The guru is happier to see the advancement of the disciple than their own advancement. Учитель более счастлив видеть продвижение ученика, чем собственное развитие. So we say about, sadhana, vidhi bhakti and raga bhakti. Иногда мы говорим о разных видах бхакти, садана бхакти и рага бхакти. So vidhi bhakti is practice with live ammunition. И виды бхакти это служение с боевыми патронами. And raga bhakti is where this has all become very meaningful, tasteful, addictive. А рага бхакти означает, когда это превращается во что-то живое, реальное, притягательное.